Всем привет, здрасте, а вот и мы. И сейчас, наверное, там из-за вот этого всего дела. Здрасте, здрасте. Чмоки-чмоки всем в обе щеки. Наконец-то, спустя 2 недели, явилась красавица, да? Вылезла, наконец-то. Значит, вылезла, да. Почему я не вылазила? Потому что я болела, ребятки. Так случилось, что я слегонца приболела на позапрошлой недельке. Да? Да. И, короче, выходные я так себе, всю неделю я так себе. Ну, сегодня, я думаю, уже пора. Уже надо. Обязательно. Привет, Фрост, Владисфан, привет. Чмоки-чмоки вам, мальчики. Как у вас дела? Рассказывайте, доставайте, показывайте. Сегодня периодически, если я буду много болтать, я буду кашлять. Не пугайтесь. Это нормально. На всякий случай у меня с собой есть леденцы и водичка. Ну что? Чем я заболела? Я не знаю, чем я заболела. Я каким-то непонятно чем заболела. Привет. Привет, Каду, привет. Я, короче, меня продуло ухо, потом у меня болело горло, потом у меня жуткий кашель. Вот сейчас я по утрам рано-рано просыпаюсь из-за того, что я не могу долго спать, у меня прям удушающий кашель какой-то бесявый. Я все, что пью, все, что не пью, мне нифига толком не помогает, и, по ходу дела, завтра у меня будет постельный режим. Потому что я все равно суета ходячая, да, мне в огород надо, мне туда надо, на работу все равно надо. Короче, я вечно суета на ножках бегающая, поэтому такое себе мое лечение, видимо. Дела нормально? Кулер начал работать спустя год, это отлично. Да, у меня есть огород. У меня, ребята, уже есть вот такой вот маленький арбузик. Он растет, скоро он будет большой. У меня уже есть первоцветы. Ну как, у меня уже там первоцветы некоторые отцвели. Но у меня есть там красивые тюльпаны, которые уже тоже отцвели благополучно, но есть фотографии. Значит, у меня всякие петунии есть, какая-то цветочка симпатичная была, она уже отцвела. Короче, скоро у меня помидоры цвести будут. Перцы скоро зацветут. Короче, я баба Катя. Все, у меня огород. Я перевалила уже тот рубеж, когда у каждой уважающей себя бабушки есть огород. Не, картоху я не. С картошкой я не дружу. Я не люблю ее. Мне хватило в детстве, когда вот эти были 10 соток, и ты пешком 10 километров шел с тяпками в руках, чтобы это все дело там прополоть, окучить и т.д. и т.п., а там еще не было воды, и такое себе развлечение. По итогу ты выкапываешь какой-то горох, на кой черт, и все лето будохался. Непонятно. Привет. Всем привет. Всем здрасте. Вот так вот всем. Давно не виделись, наверное, вы соскучились, да? Давайте я, короче, чтобы меньше говорить. Флэшбэки с картохи. Мне кажется, знаешь, это стандартно. Вот эти флэшбэки, это вот у всех, кто а-ля моего возраста примерно, ну, постарше, там, некоторых помладше тоже это зацепило. Вот оно. Да, в 30 лет ты станешь дедом. Привет, Лёша. Как у тебя дела? Рассказывай. Доставай, показывай. Что с моим горлом? Слушай, я не знаю, я коза. Я умудрилась заболеть и болею уже почти 2 недели. И мне ничего не помогает. Вот такая фигня. Ну, сейчас температуры, слава богу, нет. Голос у меня сейчас нормальный. Еще буквально неделю назад я разговаривала, как будто, я не знаю, там, мне прищемили все конечности одновременно дверьми. У меня
был безумно севший голос. Это был какой-то кошмар, а мне еще поступают звонки по работе. Я там: алло, а там пугаются, услышав мое алло. Короче, вот такие дела. Да, я на колесах. Сорян, ребят, за кашель. Я прям глубочайше извиняюсь. Но вот так. Я решила не откладывать уж еще на неделю стримы, потому что все, вы меня потом опять забудете, а потом и я такая: чё, пряничка, та-пу, пойду лучше в огород. Картошку посажу. Класс. Кусики-кукусики, иди отдыхай. Все, ребят, давайте будем переключаться. В процессе игры мы будем еще с вами болтать, если мой голос мне позволит. Я надеюсь, я не все забыла. Хотя, может быть, и все забыла. Я 2 недели не открывала игру никак. Мы как с вами вот 14 числа, да, постримили. И все. Я как закрыла все и не открывала. Сейчас посмотрим. Я обязательно выздоровлю. Спасибо. Все будет very good. Так, все, хорошо. Я там маленькая. Вон там, да? Вон там, внизу. Так, сейчас я вот это делаю себе сюда. Чик. А вот это вот так. Чик. Должно все быть без изменений, с звуками. Если вдруг что-то надо будет подправить, вы мне скажите. Со слов хорошо? Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи. И, видимо, Я был надеюсь, связан... вы мне напомните, если вдруг я что-то забыла. Так, у нас... мы же на Скеллиге с вами. А зачем нам отправиться в какой-то порт? Ну-ка, давайте посмотрим задание. Ага. Мы же хотим... У нас же тут еще где-то должна быть наша принцессочка, которая Йеннифер. Или нет? Гвинт ваш, ух. Сердце леса? Обсудить контракт со Свеном. А что там за контракт? Ну-ка, давайте посмотрим, где это. Свен, это же из мультика «Холодное сердце». Там был олень, его звали Свен, по-моему. Если мне не изменяет память. Ну, пойдем, сходим. У меня же... А давай сделаем вот так. Мы сейчас помедитируем, чтобы у нас был день, чтобы у нас было красиво. Чтобы у нас было не темно, как непонятно где. Да? Ой. А то все равно будет темно и туманно. Ну да и ладно. Мы не очень-то уж расстроимся. Давай, иди ко мне, платвамная. Я еще помню, как звать лошадь. Быстрей. Быстрее, шепотом говори. Как будто его кто-то поймает. Главное, не застрять где-нибудь. Непонятно где. О, тут купец ходит. Эй, взгляни-ка сюда. Взгляни-ка, говорит, сюда. Что-то хочет мне продать. Надо не забывать заходить еще в пивнушки и покупать там алкашку, чтобы какую-то там штуку себе делать. Я помню, да. Я все еще помню. Ну что, ребят, как у кого пролетел май? И что было интересного? Вот у бабкати был огород. Помнишь, как в том Весь году май. Йова сорвался вместе с конем со скалы? А помнишь, как в том году Йова О, сорвался вместе Ботенька, я уже забыла о том, что на мне есть. Народ, мы наложили жестокое проклятие, которое никак не могу снять. Короче, надо заглянуть. Там золото не пожалеют. Отлично.
О, тут у нас есть этот. Тут у нас есть травник. Погода, дело известное. Ну подожди, я хотела сходить туда сначала, к этому. Сразу чик-чик-чик заказов куча. Я хотела обсудить там какие-то контракты надо обсудить. Ты можешь кушать мелкими кусочками. А подожди. А ну-ка рассказывай. А зачем ты хлеб размачиваешь в борще? Я сухари обычно кидаю в борщ. А еще, подожди-ка, Фрост, что у тебя с шеей? Спал неудобно. Потянул, продуло. Вон я травку пособираю. Смотрите, как дым идет. Там печку, наверное, топят. А тут симпатичные виды. Надо, надо продавашек смотреть, потому что вдруг у них карты для Ты удачно зашел. Вчера вернулся драккар Эйлофа Внезапного. Так что у нас есть новый товар. 2 зуба с резцами установили. О боже, бедняжка. У тебя, наверное, башка вообще безумно раскалывается из-за брейкера, да? Так, подожди-ка, Фрост, работа. Ты хочешь сказать, что у тебя что-то нервное, что ли, или что? Хорошая добыча, говоришь? Дай-ка взглянуть. А что у него за добыча? Жопу медвежьи. Я ему сама могу жопу медвежьи продать. Вот тебе. На, забирай. У меня опять полно всякого вот. Козиные жопы забирай, череп забирай, тухлое мясо забирай. Вот это тоже забирай. Вот это мне не надо. Подсвечник, мусор всякий. Белый волк, вот это тоже мусор. О, отлично, замечательно. На, забирай. Ой, сколько у меня тут-то барахла всякого. Трофей-то надо будет взять и сложить в эти. Ого, какое тяжелое седло. До свидания, седло. У него нету денег, все, пока. Я оставила без денег, как обычно. Бывай. А почему ты сутулишься? Ты там что-то паяешь или что ты там такое делаешь? Блин, Влад, тебе, наверное, не только чихать, тебе еще и пукать надо аккуратно очень, да? О, там, смотри-ка. Тут товарищ кузнец есть. Ему можно что-нибудь продать ненужное. Это ручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Типа того. Слушай, ну это, конечно, жесткая фигня. Ну, показывай, что у тебя там. Весь день вот так сидит, что-то скукожившись, блин. Тебе тогда надо спортом заниматься. Как ты, чтобы... Не знаю, чтобы что-нибудь. Сейчас всякую фигню попродаем, и у него не будет все, у него нету денежки. Что же они такие бедные-то тут, а? Прощай. Попутного ветра. А Брейки так тоже задумался. Что-то зубки кривенькие. Я вот тоже думала о Брейке так. Но... Меня вроде не сильно привозит, да? Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. 4-й сезон Он очень говорит, что странных мы дел. свернули со Слушай, старой новый тропы. сезон вышел. Мы его обидели! Эта тварь уже 5 убила! В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня!
Это ёбаная тварь из ёбаной чащи! Ребра Ругается. раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Ну, либо я Геральт, либо я решала. Ладно, я Геральт. Геральт, ведьмак. Наемный убийца? А что ты в этом году Чего не ты ходишь здесь в тренинг? ищешь? Я видел ваше объявление. Объявление? Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты Нет уверен? работы. Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь. За определенную Нифига, плату. она его прям... Отличный подход! Делай свое дело, ведьмак! Думаю, мы договоримся. Обязательно договоримся. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно, и мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне, и бестия стало еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью Интересно. и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы Яха у страха, меня какая. которые подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. Угадай с И первого самое раза. время покончить с чудовищем. Любите. Выздоравливай, бабуля. Смоки сладкую пряню. Что там? Блин, как мило. Спасибо. Ай, я обязательно выздоровлю. Блин, классно. Не, Asus. Я хотела, кстати, брать Asus, там какая-то акция была на него. Но нет. Не Asus. Так, хорошо. Ничего не понятно. Ясно. То, Мы что у вас пойдем проблемы с убивать. чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. У меня, кстати, на Заходи работе ко мне. мальчишка. Обсудим цену за голову бестии. Беседы месяц над назад. трупом мне вполне хватило. Так, Теперь хочу я хочу видеокарту осмотреться и понять, с чем Блин, ну придется сцены мне иметь сейчас дело. прям вообще Не совершай печально. опрометчивых действий, убийца. Он Еще такой не поздно смотрел, вернуть смотрел старый на план. Я 3060, разберусь, что делать. что-то На думал, всякий думал, случай думал, а там начинайте собирать ценник. деньги. Конь, конечно, нормальный такой. Помни об этом. Ну, он такой потом, хоп, лучше 2060 посмотрю. Говорю, набери 2060. Он самую-самую такую прям политовскую взял, Интересно, такой ли ну, ты там, крепкий, как 60 выглядишь? плюс. Ладно, хорошо, прошел месяц. Пишет мне на той неделе. Ты видела цены? Я пишу, не смотрела. Он такой, это какой-то капец, она в 2 раза подешевела. Я говорю, ну блин, тоже знал, да? Бродячий убийца, Никто не бестий знал. и чудовищ. Вот такая вот фигня. Так, изучить надо, да? нам? Давайте, будем изучать. Следы. Интересно, куда они приведут. О, hello, bonjour. Куда же следы приведут? Куда-то приведут. Ой, травушку хочу собрать. О, воет. Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Собаку. Она собаку поцапала. Ну идем. Что-то мне как-то страшновато. Так, вон там что-то на дереве. Трупак. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. А чё мы будем? Чем мы будем мериться? Чем-то другим? Так, у нас там белый волк. И сюда. О. Отлично. Опять у нас есть там жопа меховая. Кто там? Еще 2 белых волка. Смотрите-ка.
Сейчас мы всех поджарим. А они что-то такие прям не особо, по-моему, агрятся, да, как-то? Или мне кажется, что они не особо агрятся. Вот у меня утром кашель этот дурацкий. И под вечер. Когти. Или просто метил Днем территорию. еще более-менее. Это леший. Самец, очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Ну да, вот с доставкой, с транспортировкой сейчас, как бы это, не все так гладко. Погоди, надо почитать в бестиарии. А где у нас бестиарий? Нам надо о духе леса, да, почитать? Где у нас дух леса? Где? Домовой. Вот он, дух леса. Некоторые чудовища столь сильны, что люди почитают их как богов. Так случилось и с лешим, обитавшим в лесу у скеллигской деревни под названием Ферлунд. Старейшины верили, что чудовище приглядывает за деревней, оберегая ее от врагов и обучая охотников. Ведьмак, однако, в пользу лишнего сомневался. Ну, это сомнительное вообще дело. Лешие злобные твари, которые заботятся только о себе и создания живущие. Короче, это было бы бабайка злая. Угу. Стоит ли этим заниматься? Тра-та-та-та-та-та. Чудовище вложило частицу себя в одного из жителей Ферлунда, и пока этот несчастный был жив и оставался поблизости от селения, Леший мог возрождаться рядом со своим логовом. Впрочем, даже избавившись от меченого, убить Лешего было непросто. Чудовище умеет подчинять своей воле волков, ворон и даже деревья, и призывать их на помощь. Огонь он не любит. Игни. Потом, значит, реликты и двемеритовая бомба. Я ни хрена не запомню, но надеюсь, кто-нибудь запомнит. Hi, Nancy. Hello. Несколько вариантов есть для этого квеста. Очень интересно. I'm okay, thank you. Так, мы идем говорить с кем-то о Леше. Я не знаю, ребят, насколько мне еще сегодня хватит. Но как только я пойму, что мне уже не очень хорошо, то мы будем заканчивать. А чё тут? О, какой интересный мостик. Так, ну вот она, деревня. Ага. Ну, давай поговорим. Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Сныкались, короче. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу, ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Конечно, справишься. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми, превратил нас в великих воинов. Навряд ли. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет, как ты или я. Он нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей. Это они тому жирному, помните, тоже это, приносили еду. Леса мы А там стали просто лучшими жирный, блин, охотниками какой-то на островах. ублюдок.
А им Не надо в каждый кого-то мальчик, верить, который им должен нужно стать не Богом. охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Да, дурацкий кашель. Когда мы стояли у дерева, ты сказал, Но что мне есть уже в другой разы способ лучше. сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу, войти в чащу с С ножом, ножом и копьем, копьем. провести поединок на равных и показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Да бред собачий. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар и тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья, пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Волчьи сердца. Так проще убить, наверное, эту Я не бабайку. уверен, что твой способ подействует, а риск слишком велик. Возможно, убить лешего будет проще. Если дух леса умрет, уйдут все звери. Мужчины потеряют силу, Да а это бред женщины собачий. станут бесплодны. Придет конец всем нам. Таков был договор. Лучше так, чем верная смерть. Ты не из этих мест. Тебе не понять. Для нас смерть — ничто, а гордость — все. Я еще подумаю. Будь здоров. Вот это чушь собачья, а? Вот это кошмар. И чё вообще? Погоди, надо поговорить со Свеном. Ой, что я сделала? Как там Не знаю как. Я не помню, как между задачами переключиться. Ой, нет, убери. Я расстроила стражу. Естественно, я расстроила стражу. Ниндзя. Осмотрел я следы в лесу. Ваш дух знает, как произвести впечатление на незваных гостей. Я говорил, что он любит убивать. Я почти уверен, что это очень старый леший. Так это выходит обычное чудище? Как я и говорил? Не такое уж обычное. Он очень опасен для деревни и для меня, если вы решитесь меня нанять. Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. А кого, Покуда этот интересно, человек он живет выбрал? в этих краях, монстра нельзя убить навсегда, он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейшин. Должно быть Харальд. Ты же его слышал? Одних слов недостаточно. Он больше Мне надо найти фанатик, Харальд. отметку. Люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди этого меченого. А остальное я беру на себя. Что Надо сейчас понять, надо? какую тропу отметил дух леса. А что надо? Найти сейчас надо человека. Но как мы его найдем? Что, в дома прям заходить? Ой, ну тут можно тогда что-нибудь пособирать. Вкусняшки. И меня же никто сейчас не спалит. Можно воровать все. Еду всякую. Всякую всячину. Я пока не знаю, какая у нас будет концовка, но я, наверное, думаю, что я буду убивать этого лешего. Нафига он нужен? Сейчас найдем этого чувака, который меченый. Я надеюсь, что я его найду. А может и не найду. Надо в домике заходить. Ну, он, наверное, сразу его будет видно, да? Что-нибудь красным там будет отображено у него. Так, тут никого нет. Только всякие вкусняшки. Залутать всего, залутать. А потом продать. Угу. О, thank you. Thank you very much. И такой жалобный голосок. Идет сегодня? Обязательно. Леший выбрал эту девушку. Девушку? Зараза. Вот эту?
На что ты уставился? На жопу твою уставился. Бродяга! Ау! Просто хам! Вообще, я прям бессовестное создание. Хамло. Подождите, что мне надо? Это не она, наверное. Это какая-то другая бабка. Знаю я таких, как ты. Да, конечно, знаешь. Я прихожу и беру рыбу твою. Просто какая-то островитянка. Погоди. Вот она, красная. Пятно на рукаве Люка. Ты что-то Вот она, барышня. Давай со Свеном поговорим. Буду именовать его злом. А он думал, что это кто-то из старейшин. Старейшина. Нифига не старейшина. Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу? Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он Что-то делает это над дверью ненамеренно. дома, Мы с нашими связанное с старейшинами демоном? не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст, лишь бы чудищу понравится. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал, сперва надо убить дружка чудища. Вот вопрос, да, избавиться или изгнать? Если изгнать, то леший же, наверное, может возродиться тогда в другую деревню, блин. А убивать девушку жалко. А если получится разорвать как-то между ними связь? Давай вот так. Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы Меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, Леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин, и будет у нас мир на все времена. Это не старейшины, ёптать. Это не старейшины. Тогда кто? А кто Девушка, же это? с которой ты говорил. Надо в самом изгнать деле? ее, ты сам сказал. Ну она же Поженить наша. ее с кем-нибудь Свен, надо из ради соседней блага деревни. деревни. Прогоняйте ее. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для Она тебя. ему, наверное, Не нравится. суй свой нос в чужие дела. Я сделал то, что должен был. Теперь твоя очередь. Теперь моя очередь. Уничтожить надо тотемы. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Конечно, узнаешь. Здесь начинается земля Лешего. Прежде чем его искать, надо уничтожить все тотемы. Ну пойдем. Я так по меткам пойду, что-то я не раздупляю пока голову свою. Не помню, как переключаться между... А, ну, наверное же вот так можно. Ну, на какую-то циферку можно было нажимать, по-моему. А что тут надо? О, что-то осмотреть можно. А, не можно осмотреть. А зачем я это сделала? Ну, Игни же, наверное, надо. А, нет, наверное, надо... Ардом это все делать. Играть чуть. Вот. Оленятки. Ой, ребята, я тут с Каюхи купила корм. Господи, это вообще чудо. Она с утра в пятницу просыпается, вместо того, чтобы говорить: мам, 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 пойдем гулять, она говорит: мам, 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 пойдем к миске, я хочу жрать. Естественно, настолько вкусненькая, что она просто там вообще вековой балдеж у нее. Опа! О, здрасте. У нас тут, походу, дело... А что это были за сейчас корни такие? Хрен бы знал. Смотрите, куча ворон. Давай-ка я себе возьму нафиг этот Игни. Ой, блин,
Корни это от тотема, от этого корни были. Ах ты собака серая. Нет, она не серая, она белая собака. Так, где еще? Опа. Были олени рога? Ой, Хантер, привет, привет. Нет, я на самом деле недавно села стримить. Вот, буквально, я не знаю, сколько мы стримим. Полчасика мы пока что только играем. Да, я чуть-чуть приболела. Вот такая я коза. Вот такая я коза. Поэтому на прошлых выходных я не играла. Давай тогда вернемся в деревню. Вернемся в деревню, погоди. Это же вот эта деревня, да? Надо тогда сходить рога. Там посмотреть. Как у тебя, Хантер, дела? Чего хорошего, чего интересного? Я уже, слушай, получше себя чувствую. Мне ребята вначале рассказывала, что у меня прям это... голосина севшая была. Я на работе народ кошмарила. Так, и в каком же доме эта барышня живет у нас? А, ну вот рога. А чё нам... Погоди. А чё рога? Два стада баранов зарезали. Чтобы мясо не брано все. Ну и ну. Вот какие-то рога. Чтобы этот чертов кашель. Кто-то плачет. Молю тебя, Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Там кто-то кашляет. Слушай, я не поняла. Ты пришел издалека. Если у тебя зубов Да нет. что ты Молю тебя, плетешь? Модрон, чтобы этот чертов кашель наконец прекратился. Надо чай пить. Надо мой любимый мед жрать. И что-то я не поняла. А чё мне? Зачем рога? Зачем я сюда пришла? Я ничего не поняла. Мне ничего не понятно. Пойдем к алтарю, короче. Все. Мы тут рядышком очень быстро пойдем. А потом будем искать лешего, идя на звук его пердежа. Можно же было, наверное, на плотве поскакать. Ну да ладно. Так. Ага, у нас там, смотри-ка. Воу! Куча волков. Ща! О! Обернись. Так, давай. Жри. Так, отлично. Мы сейчас соберем сердца. Ага. Погоди-ка. Мы здесь что-то должны принести подношение. А нахера я это делаю? Я же хочу убить его. Природа красивая, да, там очень красивые. Там горы мне понравились очень сильно. Прекрасный город. Я же убить его хочу. Зачем я принесла вот это там, сердце жарить? Вон он, мистер Леший. Его надо убить к чертовой матери.
Где этот урод? Да капец, я не то сделала! Я ж хотела его замочить. Девку ж прогнали, ее просетейка. Может переначать? Капец. Вот я кулема. Он же меня, Свен-то, обидится на меня за то, что девку-то выгнали. Как-то вообще глупо. Я даже не знаю вообще, что делать. Переделывать или уже пофигу. Ты от жары погибаешь. Ох, нифига, как у вас тепло. Ну слушай, у тебя там круто. Васик. Что, загружаться, да, думаешь? Ну блин. У нас получается, ну вот это, да? Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв. Переделай. Вот, сейчас мы тогда не пойдем к алтарю. Мы пойдем... Да сдохни ты, тварь. Мы пойдем искать лешего на звук чутья. «10 градусов у вас? Ну-ка, погоди, сейчас я гляну, сколько у меня. Но сейчас у меня 17. Днем было 26. Слушайте, у меня на завтра вроде как дождик будет. Это будет очень хорошо. Не надо будет поливать огород. Я полью только то, что у меня в тепличке. Сейчас мы его просто напинаем ему под говно. Мы же не просто так девку-то выгоняли из деревни. Дом 22. У меня, слушайте, на работе 26 градусов, и я всю неделю мерзну. Так, он у меня боится, значит, надо намазаться говной какой-нибудь. Ну-ка, ну-ка. Вот так вот. Все, мы это не пошли делать. Надо намазаться мазью. Так. А где у меня против реликтов? Погоди-ка. Она у меня есть вообще? Нет. Призраки, магические твари, трупоеды, гибриды. Вот. Мажемся. Нам нужен Игни. Вау. Нам нужен против него. Да тихо, тихо. Он еще волков призывает. Так, мне надо вспоминать, господа офицеры, как работать с... Как работать с альтом. Тихо. Ага, конечно. Тише. Да давай волка убьем. Нафиг он на мне устроился. Ой, гори, 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 ясно, чтобы не погасло. Ах ты фырканный какой. Где ты будешь? Чуть-чуть. Блин, осталось совсем мало писечка просто. Волки. Опять. Тихо. Призвал волков. Засранец. Сдохни. Ой, собачье сало.
Все, сейчас сало соберем. Отлично. Я его убила. Сейчас у меня будет еще какой-нибудь этот артефакт там, что ли. Фотосессию? Ой, слушай, нет. Фотосессии не будет для моей жопы. Ты что? Я же стесняюсь. А мне сначала ее наприседать надо. Так, все, сало собрали. Садимся на плотву. Ну, идемте тогда. Заберем награду. Вот этот исход мне, наверное, нравится больше. Хотя, черт его знает. Ну, все. Подписку на мой OnlyFans? Смешно, смешно. Я же его не сделала. На кого ты там подписался, а? О! Что-то я не поняла. Ха-ха-ха! Глядите-ка! Я говорил, что ведьмак справится. Что здесь случилось? Ты избавился от чудища, а мы от его союзников. Он был просто Не бойся. фанатиком. Уговор дороже денег. Ты свою плату заработал. Нет, слушай, я плотве... Да. Ничего не изменилось. Лешего нет, а деревню по-прежнему держит в кулаке убийца. Твоя работа сделана, ведьмак. Ты выполнил свою часть договора, я свою. Эвкалипт. Думаешь, вся деревня пойдет за тобой? Люди охолонут и уразумеют, что надо было покарать виновных. Слышите? Эхо у В моей нас? деревне не будет править страх. Не знаю. Больше не будет убийств. Идите по домам. А ты, ведьмак, двигай лучше своей дорогой. Чудовищ тут больше нет. Проклятие призраков норм. Пустой топор никогда не затупится. Интересно, такой ли ты А что-то тут раз, два. О, достижение. Мы служим той, что вечно дева мать. А, Дух леса. Получено достижение. Отлично, замечательно. Что все теперь ревут, какая-то у них теперь деревня зареванных коров. Это фуканая деревня стрёмная. Надо уходить отсюда. Так, нам надо, погоди, давай здание посмотрим. Там же Йеннифер. Ну пойдемте. Надо плотву взять и на плотве скакать. Где ты, моя лошадь? А что? Подождите, что-то со звуками не то. Но я через него говорю. С голосом нормально голос слышно? Вообще должно быть нормально. Это если бы у меня вдруг вебка подтянула, то как бы да. А так нет. Погоди, плотва. Ты куда, погоди, поскакали? Не знаю я.
чё меня тут кошмарите? А сейчас лучше слышно, нет? Ну-ка, блин. Просто то, что микрофон далеко. Короче, не знаю. Ладно. Куда мы идем? Куда мы скачем? Я уже не знаю. Что-то я в деревню в эту ссану возвращаюсь. Зачем мне эта деревня? Пошла. Куда меня ведет это? О, там зайчик. Конечно, тут горы. Куда меня еще поведет? Тут, блин, горы. Я просто микрофон отодвинула, потому что я бухыкаю. Блин, это бухыканье будет очень сильно слышно. Ну, видишь, у певцов же там еще эффектов куча накладывается, чтобы и бэканье, и мэканье убиралось. Всякие там приколюхи накладываются по итогу на голос. И шумов меньше слышно. Польский? А что ты хочешь, чтобы я тебе сказала курва или что? Или песенку про корову спела? Теперь помедленнее. О, ну давай, Влад, рассказывай на польском что-нибудь. Ты поможешь человеку в беде. О, там человеку помочь надо в беде. Спасибо тебе, Гера. Прости, что беспокою Ну, блин, тебя я своими хочу несчастьями, но у меня ехать. просто нет выбора. А что случилось? Что случилось? Мой корабль разбился во время последнего шторма. Я потерял все. Чем я могу тебе помочь? Мне не на что даже вернуться домой. Ну это каждый день опоздание ругательство приближает же. меня к банкротству. Давай, Влад, расскажи Ну да, ему, можно что это было такое. догадаться, дело в деньгах. Значит, тебе нужен заем, точнее, пожертвование. Я верну все до последнего медика, клянусь. Просто зайди Я ко не мне в понимаю. навигацию. Ладно. Я тебе помогу. Я часто бываю в Новиграде, так что охотно тебя навещу и спрошу, как идут дела. Благодарю. Ты найдешь меня в портовом квартале. Меня зовут Йохан Боннер. В таком случае, до встречи. До встречи. Так. На охоту? Жизнь среди живых, лишь Погоди. мгновение. Ой, кого-то хоронить будут. Пердалена как переводится, я не знаю. Но у меня ассоциации, конечно, интересные. О, слезки утирает, красавица. А это что, сейчас стошнить там что-то? Стоит такая. Плачет.
Удивить? нет ни Я не Знаю. могу. Но я хочу. Я не знаю. Я не знаю, как это все переводится. Типа из разряда может нашего, сука, блять. Ох, Что там и корова, молодая. и... Пусть бы Бирна пошла. Они дольше ложа делили. Тихо. Она так решила. И сейчас что еще, стрелой подожгут? Или что? Ага. Живьем, что ли, ту девку? Нифига себе, что-то как-то жестоко. Живьем. Опа! Вот это попа! Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Красотка моя. Торжественная речь. Король Бран из клана Тиршах собрался в свое последнее путешествие. Там, куда он уйдет, Ну, она с трупом он бы встретит наших плыла и славных плыла. предков. Вместе они станут ходить в налеты и на охоту. Какие Сядут налеты? в братском кругу и будут славить деяния былых времен. Теперь он будет жить в сердцах наших. А однажды мы все станем с ним плечом к плечу. И это будет добрый день. Или вечер. Ты знала, брат? Ты хорошо пахнешь. Его очень уважали. В отличие от его жены. А ее не уважали, видимо. Кланы суть Скеллиге. По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились Ну, конечно, с Браном. хорошо пахнет. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Как-то это по-российски Каэр-Трольда звучит. распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тиршах. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает Нет, себя Хантер, я тебе не достойным верю. короны. Я видела ее жопку. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря и не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Не читай. Веревка для трофеев. Тебе есть что скрывать? Не любишь секретов? Конечно, мы по бабам ходили. Ты узнал что-нибудь в Велине? Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Цири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. Пусики, До пупусики. барона она попала в лапы 3 Привет, ведьм. привет. По счастью, она сумела сбежать. У меня все нормально. Ведьм? Чуть-чуть Не болею. знаю, что это за У тебя твари как на дела? самом деле, но они очень опасны.
Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Некроморф у нее из задницы вылез. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В Она этот раз без такая художественного деловая. вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. Угу. Да. А ты что-нибудь узнала? Все потихоньку. Не так давно на Артскеллиге произошла Ну, это катастрофа, хорошо. вызванная Потихоньку. магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У Главное, меня чтобы всё предчувствие, было что спокойно. причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. И Они домик на появятся, берегу. если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Соблазнять Йеннифер? Я не видел его с... Вот мне кажется, она С тех меня пор, как Цири была соблазняет. маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Хм. Почему Мышавур тебя не Снимать пускает? сапоги? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Сапоги, чулочки. Нам надо встретиться на тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. Ну вот На Перу я так буду вот. в А как же чёрном наш и белом. домик? Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Ой, вредина. Ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Опять вот эти переодевания. Тут порядочные люди. У нас тут где-то продавашка. Подойди ближе, не знакомься. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Покажи мне свои товары. Погода самая лучшая. Ой, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, тяжелая. Это же маленький объем, у меня большой объем сумок. И что это за у него дичь такая? Какие-то карты или что это такое? Давайте продадим ему эти. Вон всякие штуки. Забирай. Забирай. Трофеи, конечно, мы не будем продавать. О, можно продать эту. Алкашку. Потому что я ее пить не буду. Мне от нее будет дурно. Будет кружиться голова. И можно медвежьи жопы попродавать. Идеально. Просто до ниточки. Бывай. У меня самые большие сумки, а больше нету сумок, что ли? Дырки, подбулки. Подожди, надо зайти в комнату и надеть ее там что-то там. Погоди, это где? Это у нас... вот. Вот это. Все же очевидно.
страшный расход. Ты видел чертежи? Я не видел чертежа. Там конь валяется. Пусть твой топор никогда не затупится. О, там... Погоди. Это у нее тут, что ли? Тут закрыто, открыто. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор и роскошь. О, какая кровать. О, единорожик. Чучело единорога. Она извращенка. Гламур. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. В домике алкашка была бы... Ну да. Она была бы в тему, но... Так, спрячь меч. Кладенец. Одежда. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала? Трусики какие. Черная и белая. Он даже не понюхал их, извращенец. Дневник. Она думает о том, чтобы поймать Джина. Желание подчинить себе его волю постепенно становится для меня навязчивой идеей. Книга Амоса Вар-Ипсиса подтверждает то, что я уже давно подозревала. Принудить Джина к послушанию возможно. Ипсис. А, господи. Короче, барышня наша хочет Джина поймать. Сумасшедшая вообще. Дуреха. Тайник. А что мне можно? Можно камушки в тайник покидать. Можно всякую дичь в тайник покидать. Ну хотя не будем тратить время сейчас. У нее нифига алкашки вон. Я только скинула алкашку и снова набираю. О, здрасте. О. А это что тут такое? А, это ее всякие штуки. Я смотрю, она без него никуда. Как говорила Филиппа Эйльхарт, мегаскоп — вещь столь же личная, как зубная щетка. Хорошо, взять все. Сейчас будем одеваться. Сейчас я еще пособираю всякие вкусняшки. О, грабли сломанные взяла. Отлично, замечательно. Я так рада. Я так соскучилась по граблям сломанным. Какие бы я 3 желания загадала у Джина? Я не знаю. Надо подумать. Давай одеваться. А что там надо одеть? Она будет в черно-белом. Ну-ка. Или вот эти надо. Ну-ка, что интересно смотрится? А вообще похеру, как что смотрится. Ну все, буду как чучундра какая-то. Синий. Не, лучше вот так. А можно в этих быть? Или надо снять? О, какие у него руки. Ладно, пойдем. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое. Чего не сделаешь для... О, давайте поговорим с Я трактирщиком. Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком. А я сняла перчатки. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Я молодец. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Покажи мне свои товары. Почему у вас так вкусно пахнет?
А я вот не помню, подожди, мне надо для... Сейчас. Сейчас я сделаю, а Спасибо, потом что к нему уделил мне минуту. вернусь. Бессмертие? Ну, слушай, это такое себе. Бессмертие. Милости просим. Нифига ты приколист. Чем это у вас так вкусно пахнет? О, мне надо как раз вот это. Пусть будет вот это. Ну и вот это. Все. А ему можно продать... я же набрала чуть-чуть алкашки. Все, забирай. Всякие... О, а ему, кстати, можно продать медвежьи жопы. Замечательно вообще. И грабли тоже можно ему продать. Ну, вообще супер. Все, пока. Спасибо, что уделил мне минуту. Скоро подойдешь, хорошо. Пиршество плохо закончится? Нет, пожалуйста, не надо. Я не готова. Я не согласна. Говорят, седая Ингвин видала. Так, где наш барышня? Где она? Банк грабить? Ну, видимо, может быть, да. Это дело полезное. Кстати, а куда там? Куда идти? Куда идем, инспекторчиком большой-большой секрет? И мне расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет! Куда идти? Как далеко? Пропустите! Надо было на плотве скакать, да. Я стану королем? Может, лучше уединенный домик с Йеннифер? Для друзей А? есть сердце. Не надо мне вот это вот еще королевство какое-то. Ты же стражник там, да? Ну, я такая из одной коробки что-то слямизила, хлопок какой-то или чё? Так. Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, Достойный госпожа, ты преемник. говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах. Фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Будет собачка гавкает на ухе. Представишь меня? Это мой друг Геральт. А это Бирна, вдова покойного Брана. Королева-мать. 7 воздушных поцелуйчиков ты Приятно хочешь? познакомиться, Подожди. Надеюсь, ты мне простишь? Но в такой день я не могу себе позволить удовольствие долгой беседы. О, ты выбрал себе костюм. Ты, разумеется, понимаешь, что мы будем подходить друг к другу, как оборки к мундиру. У каждого свой стиль. Не люблю я ни пиры, ни похороны. Знаю. почему? А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Хорошо, пойдем. Пойдем, а то все Штанишки перепьются, не те. и разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Главное, что чистые. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Ну Я да. собираюсь говорить то, что думаю.
Барышни вечно недовольны. Штанишки не те, трусишки не те, носок с дыркой. Бля, овечий сыр. А у нас... Скажи спасибо, что чистое. добычи отбиты у черных. Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идет. Мечи на спине тягать. Мечи на спине нормально, не мешают. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Где мой Мой нашейный товарищ, Геральт из браслетик? Ливии. В коробочке лежит. Большая честь для меня. Большая честь для меня. Очень приятно. Рад встрече. Гостей собирается Я немного. могу сейчас переодеть штанишки, если Каждый надо. хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Эрис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Нифига там чувак Это дудонит Хальгер, из стрелки. сын Хольгера Чернорукова. Это Луга Синий. Сбегать как первенец оборванец Лугаса Безумного. голожопый. А с сушеной треской сражается Одрик Анхиндер. Вот там кто-то ревет. Похоже, А нас чё ревут-то? посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Геральт. А дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керрис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал Там, смельчаков наверное, бежать кто-то на просто гору на напился. перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине, а тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не Она твое написала дело. на костер, Но да, я все бы потушила. И тогда, и сейчас. И плывет бороться за Слово корону. о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы и ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Нифига она замахнулась на чё? Геральт? Ну, по ходу дела мне надо принимать Я с участие. удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Подожди, а штаны переодевать? А то мне Йеннифер не даст, Пришли. я не в тех штанах. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и Сразу победил. победю? Я готова. А я нет, подожди. Начинайте, когда я протрублю в рог. А, Покажи, на что ты способен, убийца чудовищ. а я не сошла с тропы? Куда-то я не туда. Я срезала, нифига я. Я читер. Или я как надо, или не как надо. Я, наверное, не как надо делаю. Да, да запрыгивай, запрыгивай, ты что? Что творит? Что происходит вообще? Это безобразие.
Что-то точки меня смущали. Топор. Я был впереди всего. Привет. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. И я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Ну то, что я срезала. Бежит как олень. Но он бежит как может. Я хотела поменять штаны. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла Ведьмаку, перепелочка. Дела нормально. Всякий из нас У тебя проиграл. как дела? Хватит этой болтовни, давай выпьем. Давай штаны поменяем. Я не пью. Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. О, Нам она надо понимает поговорить. мои Но не намеки. здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Я подаю ей импульсы. Погоди, штаны переодеть, штаны переодеть. Я только переодену штаны, и она сразу все поймет. Что у меня серьезные намерения. Вот эти... Да? Вот с этими элегантная рубашка, вот эти вот штаны. Так ведь? А вот эта туника была вот с этими, получается, да, бриджами? Пойдем, я переодела штаны, они чистые. Мне не стыдно. Что, я при людях штаны переодевал. Давай, побежали, моя дорогая, побежали. Позвольте представить Геральта из Ривии, Ведьмака. А это Ярлы, Донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Да, Безумный. мне нравится игра. Называть Лугаса безумным — Интересно. оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлеп. Винтер меня будет бить, если я буду в трусах. Насажу ее на кол и насуну дырку от шеи. Хватит. Время решить А спор почему я должна здесь была и поддаваться? Вот напугал. Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время перов на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфьяль. Хинтерсфьяль. Не боюсь я тебя, Донор. Ну и слова, Скоро язык я сломаешь. приплыву, выдеру Так а жриц, подожди, а что там напьюсь про из вот твоего эту кубка и насру курву? тебе на Мы стол. определились, что это Жди такое? меня. А? Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая. Иди-ка, ведьма, мешать в котле и сводить Как чири. меня И не зовут? болтай о том, Меня про зовут что не имеешь Катерина. понятия. Как я познакомилась с этой игрой, мне ее подарили. Все три. Но я села играть в третью. Первую и вторую я не играла. И не читала историю. Вот. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать. Ути-пути. Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Ну пойдем. Куда идем? Куда пойдем? Куда она меня поведет? Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию мышавура. Я думала, Ты мы не говорила, пойдем что он нас пригласил? на единорога. Он не приглашал. Он в недоумении. Я так понимаю, мышаура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Фамилия и отчество Йеннифер? Нет. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, Книги зачем не тебе читала, маска нет. Урабороса. Разумеется. В А свое насчет время. буду ли Я так читать, понимаю, это когда сложный время вопрос. наступит, решать будешь ты. Угадал. Недостаточно времени у меня. Я забросила книжки читать.
Если я и открываю книжку, то минут через 5 обычно засыпаю. Стражники. Мне это перед Спрячемся сном за делаю. гобеленом. Когда уснуть, например. Воробей чирикает, Не могу или думаю, что сейчас почитаю чуть-чуть и спать. галка Только галкает, чик и пух, чиж пищит, до свидули. журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. А я сериал тоже смотрела. Соловья забыл. А, соловей поет. Хобби? У меня их очень много хобби. Безумно много. Но основное сейчас мое занятие это работа, которая отнимает, к сожалению, очень много времени. Поэтому на многие хобби не остается. Чуть и... Тут вообще вкусняшки надо собирать. Она что-то хихикает, заигрывает со мной. Рррр. Так просто не откроешь. Сейчас она Это еще не все сюрпризы. поколдует. Видишь воронов? Трудно их не заметить. Они шпионят для Мышавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Хобби и Добби? Иди сюда. Нету Мы там вылезем через хобби, окно и там пройдем по карнизу. Добби. Ну? Ага. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Вау! А я? Чё, пешком? А чё меня не пере... Ну какая? Ладно. А я обе хочу, Йеннифер и Трис. Но я профукала Трис. Ого. Хобби. Мишка. Особенно для друида. В Каэр-Морхе думать, мышевой очень любит живую Я природу. тебя умоляю. Он делает пугало. Очень интересно. Там, погоди-ка, еще было что-то. Вот еще. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Это волки. Выглядит как живой. А почему там, смотри, смрад? Вот тут прям как будто смрад. Или просто... А, это понятно, это отпугал. Это отпугал. Ну, тарелку давай. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением Мышавура на поверхности. Интересно. Пойдем в ту комнату. Или нет? Или да? Ты что? Порезался. Тут заперто. Обносить весь замок? Звери ожили. Берегись, Ян. Монстры. Я чувствую. Не приближаются. Они повсюду. А чё к чему? Ау! А чё? Почему? Странно. Эй! Грибами. Пахнет грибами? Пахнет сохнущим от солнца. Одним меньше. Чё? Я не поняла, что происходит. Вот эти ароматы, они... галюники, может быть?
Что, у него голова закружилась? Иди. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Я рубила все вокруг. В Минусинске? Слушай, а я бывала у вас в Минусинске. Сложность у меня какая? А я не знаю, средняя какая-то. Ну, не самая легкая и не самая сложная. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Хорошо. Идем внутрь. Идем. Я была очень милая. Ну, вернее, Геральт был очень милый, я так полагаю. Я закрою проход, чтобы никто Закрывай. ничего не заподозрил. Закрывай проход. Так. Вот и мастерская нашего друида. Надо их... Письмо с печатью Мышавура друидам. Братья-друиды. Он предупреждает их о тебе. А, появилась чародейка. Ага. Надо, чтобы юбка не помутила разум. Предупреждает он всех. Да пребудет с вами сила, братья. А, ну вот, как раз таки она хочет там все изучить, а он ее не подпускает туда, куда она хочет. Понятно. Бесстыжие предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на дракаре из ногтей мертвецов. Очень интересно. Из ногтей покойников. Чудесный мир инсектоидов, ритуальные растения. Трудно. Вот, пожалуйста, литературная Похоже, биография Мышавур Раймонда заказывает себе Марлева. настоящий табак. Они вообще, она одно говорит, он другое. Писем много. Я прочитаю. Что меня вдохновило стримить? Я сидела давным-давно без работы. И такая думаю, а дай-ка я буду чтиво. стримить. Труп из Новиграда. Вот так Автор и... Саша Гади. Вот так и все случилось. Ну, как бы до этого у меня, ну, есть был канал, которым я занималась. Только Краснолюдский. из-за него, Крайной наверное, выдержки. и вот это все появилось. Я тут еще игрунок, Такой конечно. мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Насколько Владось? На год, да? Я бросала. Где-то на год я бросала игрульки. Меч в камне. Может вытащить? Эть не может. Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Зажат тисками. Так, а вон там что-то. Думает. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. Какашку. Надо еще осмотреться. Посмотрюсь повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Ну, явно не кружку меда. Он туда что-то кладет. Здесь также подробная карта королевств Севера. Черепушку, может, какую-то сейчас найдем, Сфера я не влияния знаю. в разные Вон периоды. черепушка как раз. Больше не актуально. Ну да, то есть у нас Череп ребенка? апрель, да, 19-го года. Апрель, май, июнь, чуть-чуть в июле. В августе я вышла на работу. А потом в 2020 году, в ноябре, да, мы снова сели стримить. Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Кем работаю? Я сервис-инженер технической поддержки
Шишка. Не секрет. Кто бы мог подумать. Это женский плод. Женский плод. Так, значит, туда в руку, я думаю, что он кладет либо черепушку, либо шишку. А давай еще вот это осмотрим. Ослик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Dead Space 4 В выйдет. детстве. Когда он был ее Ну, я учителем, слышала. она так его называла. Ну, посмотрим. Чё, как выйдет, так и поймем, чё как, да куда. Ну, давайте попробуем что-нибудь положить в руку. Попробуем еще раз. Давай попробуем череп. А что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож Значит, на нерешительного шишка. принца. Давай шишку. А если вставить ему в лапу шишку? Наемный убийцы? Ничего. Нет. В смысле? Это же кружку меда. Что за Как бред? насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем порой нужна выпивка. Похоже, сработало. Господи, какой кошмар. Кружка Мышавур меда любит сработала. развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. А он так руку держал, что у меня ощущения были, что он туда, типа, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Геральт, иди сюда. Иду. Я нашла маску. Иду, моя королева, иду. Пришли. В глаз? Нет, в нос. В левую ноздрю заливаю. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Здрасте. Это ловушка. Мы попали. Ой. Вот, отлично, умничка. Вместе мы сила. Геральт, ты чувствуешь? Понюхай, это газ. Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать, и побыстрее. Найти выход из ловушки. Подожди, а мне надо взять этот, выпить штуку, которая, как она? Теперь яды лечат вместо того, чтобы наносить урон. Вот так. Я же должна буду... Погоди. А здесь мне что-то показывается. А что мне здесь показывается? И чё, и чё, и чё, и чё? Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно. А единороги! Держись за меня. Родители? Нет, конечно, не знаю. Ты что? Мы уже взрослая тетя, чтобы родителям о таком рассказывать. Черт, я порвала платье. Подожди минутку, надо его зашить. Снимай. Надо зашить. Умеешь. Я тебя умоляю. Я зачарую иглу. Ты что, шить умеешь? Сколько мне лет? Много. Мне в этом году... Постой. Что еще? Крах нас уже ждет. Плевать. не... Я очень по тебе соскучился.
Мне будет 33 годика. О нет. И я соскучилась. Сожгла бы уже эту рухлядь. Сколько можно? Жалко зверушку. Единорожек. Столько воспоминаний. Привет. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждет. Ах так? Ян, отпусти гриву. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. Нет, он их порвал и скинул. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись. Ой, отвернись. Прям вот. А когда они чпокались, не отвернись. Удачно зашел, вообще удачно зашел. Краханкрай спрашивал вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. И что они будут, претенденты эти, Помните, делать? величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. У меня единорог? Высший подвиг — подвиг на службе богини. Ну, можно так сказать, да? Есть. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Любимые игры Король кошмарики. должен быть уважаем. У короля Маленькие должны кошмарики. быть яйца. Среди нас таких Что немало. мне еще? Что мне еще очень сильно Пусть понравилось, выйдут Лодос? те, что считают себя достойными Ты как никто трона. другой должен знать. Индюшки люблю всякие. Мне понравилась Horizon. Но я пока только в первую играла. Во вторую я еще не играла. Мне понравился God of War. Вот, я недавно играла, когда он на комп вышел. Я играла. О, Dark Souls, да. Вообще. Моя любимая игра. Угу. Третья часть именно. Угу. Вообще топчик. Можно еще Mortal Shell попробовать. Я заходила. Угу. Чуть-чуть побегала. И потом удалила. После того, как поиграла в Dark Souls. Пусть победит лучший или лучшая. Где Трис? Что Да ей Трис взбрело в уплыла. Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается нас Вот пикировать. Ори, да, тоже Ори классная была. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Увлекаться играми, когда Значит, начала. нельзя откладывать наш разговор. Слушай, мне еще в Идем. юности игрушки интересные были. Но там взрослая жизнь началась, все А такое. что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Потом вот, когда я уже выросла, Я помню, какими были ее играла бабка в и её одном мать. ММО-РПГ.
А Очень говорят, долго. яблоко от яблони далеко не падает. Потом За ней работа. невозможно было уследить. Она всегда стояла на Всё своем время и заняла. все делала по-своему. А Почему потом вот ты в 19-м году я вновь к игрушкам вернулась. Она одного возраста. То есть у меня достаточно с большой Керрис. перерыв был между Но о моих детях той ММО-РПГ и вот как я вернулась к Сначала играм. поговорим То есть я о достаточно вашем. огромный пласт пропустила. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду, и что вы ее ищете. Именно так. О, да, про палки монахов Если и понадобится про лесу. помощь, Я лесо играла. Золото, корабли, что угодно. Только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда О, проливается хай, кровь hello. дочерей Рианон, море безумствует. Привет, Я русские бы товарищи. О, кисses. Так. Ну вот так давай. Йеннифер считает, что аномалия на Артскеллиге связана с Цири. Мне так кажется. Когда я осмотрю это место, смогу сказать наверняка. Я видел, что там. И это ненормально. Друиды едва справились. Потому что Объясни мне, Йеннифер. Цирилла как же Цири она могла вызвать воспользовалась такие разрушения? своими силами там. Это я и хотела бы узнать. Но покуда мышавур мне мешает, мы не узнаем ничего. Она платье-то зашила Об свое этом или не нет? беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце мышавура на правильной стороне. Наверное, Фильмы он смотрю, просто не знает, конечно. что вы ищете Цири. Сериалы смотрю. Это не его Зачастую дело. это просто на фоне, Я так и пока я что-нибудь за В компом любом делаю, случае, или на кухне, Артскеллиг или моя уборкой земля. занимаюсь. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Ну и отлично. Спасибо. Не за что. Когда-то я Аманита принес тебя дизайн и игрушки, намерен да, ее сдержать. шикарные просто игры. Я во все игры. Кстати, Передай друиду, что я Аманита должен с ним выпустят поговорить. еще одну Там игру же, где скоро. всегда. Они анонсировали, что будет игрулька. У меня есть еще Я одно уже дело. очень жду. На этот раз касательно моих Любимые детей. фильмы любимые. Помнишь Хьялмара? Слушай, Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся тут из похода. сложно. На А самом Керрис деле. тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Если Вбила себе брать- в голову, будто у Далерик не псих. Ну, типа вот я сижу, Что да, его например, мне прокляли. очень скучно и хочется что-нибудь, типа посмотреть что-нибудь, да? Я, наверное, выберу мультик, нежели фильм. Я мультики люблю больше. Если говорить о мультиках, какие именно я бы выбрала посмотреть, на 355 раз я бы выбрала посмотреть мультики студии Гибли. Вот. Так что не могу сказать любимые фильмы какие. То есть тут недавно я с коллегой на работе разговаривала, мы, ну, тоже там про фильмы поговорили, всякое такое. Сложно выделить какие-то там прям топ-сериалы, сложно выделить топ-фильмы. Вот топ-мультики я могу выделить. Пам-парам-пам-пам. Так, хорошо, о чем мы там говорили? Давайте обо всем Великаны поговорим. вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки Я люблю беженцев. смотреть «Ходячий Великан замок Хаула». опустошил остров. Мы с А Сесей остатки Поттером. клана Тордорох я приютил на Унесенный Артскеллиге. призраками. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Мне еще нравится очень Это правда. сильно мультик Так или иначе, Ялмар решил, что убить великана Хранители и снов. отдать остров людям Про поступок ледяного Джека. достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая.
И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Хантер, ты смотрел «Светлячок»? Ты хочешь, чтобы я помог Керрис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Надоели Керрис решила болтовнёй пойти тебе, по да? стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удалюрику. Керрис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Лугас безумный скорее поддержит нильфгардцев, чем меня. Хантер, кстати, Кроме твой того, городок очень мужчина похож должен на знать, когда следует мой родной уступить город. место молодым. Такой некрупный, спокойный достаточно, тихий городок. У меня подруга в Минусинске. Ну как, подруга юности, далекой, глубокой. Я не помню, сколько лет назад была в гостях у нее как раз таки в Минусинске. Это было прикольное путешествие. Мне понравилось. Прочитай сериал «Светлячок», а вот загугли. Разожгу интерес в твоей душе. Если Хьялмару и Керрис нужна помощь, я помогу им. Мы поможем. Небо поможет. Благодарю. нам. Если всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам Слишком нужно исследовать, тихий. уничтожила полосу Ну, леса у не берега. крупный просто. Славный получился пир, Крах. До свидания. Оп, и она сама ушла в портал. А я такой, я тоже уйду. Нет? Нет, она меня не взяла с собой. Хорошо. О, можно спрыгнуть. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Так, и чё? И куда мы? Где выход из сего непонятного всего? Ай. Так, погоди-ка, давай-ка перемещалкой. Неизвестное место. Может сходить? Может сходить, а? Неизвестное место. Пойдем сходим. Красивые мечи. Я же хочу. А вдруг там место силы? Это как туда? Через отсюда я попаду туда? Пусть твой топор Тут никогда не затупится. зал с пирушкой. Туда не попаду. Это куда? Тут тоже зал с пирушкой. Там окошки. Я заблудилась. Бедный ты. Так, вот Улка. Пес, пес. Дикий пес. Погоди, это я обратно иду. Зачем мне обратно? Погоди. Вот. Мне надо замок обойти, наверное, как-то. А там же никак не обойти Интересно, было. Там же какой сразу ты крепкий, как и чпуньк и чпуньк. Мне как-то надо... Ты чужак. Думай, куда идешь. Я думаю. Я очень как раз таки думаю. Ай, застряла. Туда, 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 туда. Как мне туда попасть?
Давай попробуем тут подняться. Тут ни хрена. Вчера Дверь. Отлично. Вон, да. Куда? Куда хочу, туда иду. Я даже не знаю, я смогу вообще туда как-нибудь попасть или нет. Там сидит этот. Как его? Прибожик этот. О! Нет, чувак, я не хочу как бы с тобой уединяться в твоей кровати. И лучшее оружие ни к чему. Закрыто. Этот черный вырвал ему сердце. Кажется, оно еще билось. Откройте мне. Блин, как туда попасть? Ай! О! Я за тобой Ай, о! Слежи за мной, я не против. Главное, чтобы тебе вкусно было. Я бы очень хотела, ё-моё. Такими клиночками Нет, можно это куда разве что дверь? собак потерять. Даешь ты, моешь ты, блин. Это я просто сейчас буду по замку ходить. Распороли ему брюхо. Погоди, а там что за дверь была еще? Дерево бегать, пока не кончится. Ну, это еще одна очередная комната. Я взяла грабли. Я так рада. Я так счастлива, так рада. У меня есть грабли. Интересно, такой ли ты крепкий, как Применение Лукас магии натирает соски. Я не знаю. На ком испытаем? Не, этот сейчас увидит, что я тут ворую. Я и за тобой скажет сами мне. медведя задушат. Отрубите ему руку. Приключений. Блин, я без понятия, как туда идти. Надо как-то выйти и по земле идти. Может быть, по низу, а не из королевства тут этого. Как-нибудь вот тут выйти, может быть, вот так. Чик-чик-чик-чик. Через горы, через лес. Тут какая-то вон фигня еще. Тут какая-то фигня. Ладно, вообще, как бы похер. Не знаю как, и хрен с ним. Все, не будет тут точки. И запятой не будет, и точки не будет. Все. Иду к Йеннифер. Идем к магическому катаклизму. Где у нас катаклизм? Ого. Так, можно вот сюда переместиться. И, кстати, по вопросикам можно сбегать. Заодно. Давай через вот этот вопросик. Ну-ка. Фиу-фиу-фиу. Где моя плотва? Прыгать с моста в реку? Нет. Слушай, это очень... Ты чужак. Жестко. Думай, куда идешь. Я думаю, куда иду. Катаклизмы делают. Слушай, я помогу там катаклизмы сделать. А! Слезь! Опа! Давай. Опа! Опа! Ищ! Готово! Пу-пу-пу! Козиную жопу взяли опять. Вербена, отлично, замечательно. Нифига они тут это харкаются как, а? Так, плотва. Ты пока ко мне подходишь. Я посмотрю, что тут. Тут у нас вот тут вопросик, смотри-ка. Можно сходить? Все, началось у Екатерины. Ходьба по вопросикам. Я по вопросикам хожу как сумасшедшая. Я по максимуму везде, наверное, лазю как сумасшедшая, реально.
Мне прям надо все облазить, чтобы ни одного вопросика не осталось на карте. То есть я не тороплюсь по сюжетке пройти все. Тише, 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 тише. Вот единственное, с чем у меня не лады, это с Гвинтом. Все мне нравится, кроме Гвинта. Ух ты! Тут много травушки-муравушки. А, ну они тут... Что это значит? А то, что я собираю вашу траву. Вот оно и значит, дед старый. Я могу еще барана убить вашего. Это вообще интересный момент. Так, что у нас тут такое? Сокровище под охраной. Ищем бабайку. Где бабайка? А где бабайка-то? Где? Кто тут что охраняет? Белый заяц, что ли, что-то охраняет? Дырка! Мы нашли дупло. Ну как дупло? Пещеру. Привет! У меня нормально все, только чуть-чуть вот это вот беспокоит. Хе-хе. А так все отлично. Как у тебя дела? Так, кто у нас тут из бабаек? Призрак! Ах ты, жопа такая! Ну-ка. Все? Серьезно? И это вот были сокровища? Вот это были сокровища? Очень интересно. Ну, давай пособираем кишки, которые тут у нас почему-то в странных местах оказались. Так, убери-ка свой меч-кладенец. Подожди, где? Почему кишки эти наверху оказались? Вообще очень странно. Вход нашли? Ну ладно, хорошо, это будет вход. Пойдем почитаем доску объявлений. Я думаю, там что-нибудь будет сейчас интересное. Ну как он мог? Скотина! Она ему 3 сыновей родила. Куда-то вы собрались? А где? Вон продавашка. Давай. Быть может, это твой счастливый день. Хорошо потратить честно заработанное тоже искусство. Я сейчас твои потрачу. Покажи мне свои товары. Смотрим. Ну, у него есть... я не думаю, что мне надо покупать. Но вот это вот я возьму. Бутылки у меня пустые должны быть. Ему можно продать что-нибудь ненужное. У него есть денежка. Я алкашню всякую продам. Какой черт она мне нужна? Это что такое? Потрошенная рыба. Это можно поддавать. Вареник. У меня, в принципе, этой еды полно. Это оставим. Это оставим. Козиное молоко. У коровы нет других забот. Есть траву и молоко дает. Да? Можно что-нибудь... А можно и ничего-нибудь. По сути, ему вообще по барабану. Все, пока, чувак. Я не буду тебя оставлять без трусов. Будь здоров. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Спал и сразу же пришел на стрим. Но это отлично. Значит, тебе доброго утра. Вот так. Куда? К доске объявлений. Ой, я не прочитала. Ну там что-то было злостное слово какое-то.
Привел друга, но только одного, но это хорошо. Друзья, это замечательно. Там кто-то свататься ходит. Старик пойдет в поход. Кто-то уходит из деревни. Треску поймал с 2 головами, чувак. Нифига себе. Пропавшие горняки. Ну, вот это, наверное, надо будет искать. Вырасту, стану жрицей, и мне надо идти замуж. Да ты сладкая моя, не надо идти замуж. Вот. Вот оно, да. История, география. А тут у меня что? Дух леса. Ну, дух леса мы сделали. Уроки Гвинта, спасибо. Надо будет это поискать еще. Прочитали быстро. Ну, давайте будем отслеживать это задание. Тут близко. Больше нету. Просил подписаться. Спасибо большое. О, можно у него что-нибудь стыбрить? Давай, иди. Ты чё? Ты чё, сладкий мой? Столько чужаков на островах не было. Ну давай. Ведьмак. Приветствую. Как правильно, Катя или Котя? Можно Котя? Так правильнее будет. Мурня. Корова вверх шлема ходит по коровникам. Интересно. Я по поводу пропавших горняков. Может, я смогу помочь? Рассказывай, в чем дело. Ну, ходят слухи, что в горах к северу отсюда есть серебро. А поскольку нам деньги нужны... Если во вторник все будет хорошо, то мы во вторник с вами встретимся. Поиграемся еще. Потому что в среду я, если что, буду дома. Вот. Такие вот дела. Я их поищу. Серебра в горах может и не быть, а вот чудовища есть обязательно. Проверим, может, на них горняки наткнулись. Спасибо, ведьмак. Я надеюсь, у меня с моим горлом будет полегче. И этот кашель не будет меня доставать. У нас на следующую неделю вроде как дождики обещают. Поэтому я столько много времени не буду тратить уже на огороде. Так что вот так. Пока! Бай-бай! Ну, слушай, Хантер, я с парашютом прыгала. Помнишь? Я стояла, да, на краю самолета, а там было туда... Сколько там? 2,8 километра. Так что... Ну и в принципе, я в горах была. Ой, смотри, смотри, кто это тут? Кто такой? Смотри. Ау! Нифига! Циклоп! Здесь стоит осмотреться. Здесь стоит осмотреться. Тяжелые времена. Еще одно задание, блин. Ну ё-моё. Это был неравный бой, у него не было шансов. Ну кричала я нормально. Короче, Пацаны не позвонили засохло. тебе, и чё они? А и чё они тебя зовут? Или приедут к тебе сейчас? Целой оравой? Из Минска.
Такие, Владося! Как же мы соскучились, братуха! И такие заявились тебе в гости. Земля забрызгана кровью на несколько шагов вокруг. Много ее здесь. Кровь еще не засохла. Вот что ты не поехал, а, Кукундя? Поехал бы, съездил. Наши, что ли? Ну? Он определенно шел туда. Определенно. Сейчас мы будем глушить этих мелких. Иди сюда. Готово. О, зеленый мутаген. Засохло. Еще одна жертва. О, письмо. Прочитай письмо. Йон, дорогой сынок, плохая у нас удача в последнее время. Дракар, на котором муж Синги ходил в походе, разлетелся в щепки во время последнего шторма. К счастью, Бьорн выжил. Бьорн железнобокий из Викингов. Кстати, Викингов советую посмотреть сериал. Кто не смотрел. Ну, пока его капитан построит новый дракар, пройдут недели, а жить на что-то надо. С постройкой он не торопится, так что сейчас проедаем запасы на зиму. А что будет потом, уж и подумать страшно. Поэтому Сингу я посылаю к тебе и от нашего общего имени прошу о помощи. Если выйдет, постарайся найти работу для Синги, а уж потом и Бьорн, и я к вам под контроль да переберемся. Может, какая работа и для Бьорна у тебя в кузнице найдется. Твоя любящая мать. Сорян, мама. По ходу дела все пропало. Доставить письмо. Хорошо. Давай, иди ко мне, кобыла моя. Ну, блин. На самом деле, я не знаю. Я что-то не видела, по-моему, ни разу, как погранцы Лагерь горняков. Может, будут какие-нибудь следы? Отмечают. Блин, ну, а как мне метаться-то между заданиями-то, а? Я не буду болеть, я обязательно постараюсь поскорее выздороветь. Они наткнулись на богатую жилу, но что-то пошло не так. Постараюсь. Пикачу. Пикачу. Это что, сборы на говно? Сборы на говно, да. У меня тут в огороде лошадиные какашки. Угу. И я, знаешь, что делаю? Я вот так беру перчатки. И вот так. Жулькаю их. Ну нет, у меня не прям какашки. Перегной. Ну это весело. А по-моему, тут одичалая собака где-то орет. О, смотрите-ка. Трупецкий. Раны, как от тупого оружия, грудная клетка вдавлена внутрь. Белые волки. Ну иди сюда. Ах ты. Ах вы. Вот так вот.
Где ты, последняя мразота? Отлично. Жри. Ух, какие засранцы. Ждут еще одного. Слушай, собирайся, езжай. Далеко ехать, а? Да, я порубила песель на колбасу. И сделаю потом себе шубу шикарную. Белая шуба из белых волков. Так, все, я еду к... Я к кузнецу ведь ехала, да? Всю деревню я осмотрела, волков я убила, потом я вернусь и про горняков делаю задание. Ну сколько далеко? Сколько километров? Нифига, у них там игры у детей. Оу. Ты пришел издалека. Конечно, издалека. А тут у них есть это интересно. Ой, какая красота! Все, мне ничего не надо. Там девки плюхаются. Никакое это не отравление, ни заговора. Гниль ему в ногу въелась, как он с коня на охоте упал. Брехня на брехне. Куда прешь? Наступила на голую барышню. Я просто что, я думаю, мне же надо... Куда это мне надо доставить? Письмо. Вон туда. О, так это погоди-ка, я же могу через Нет, я пойду вот сюда, на вопросик. А там сейчас опять какое-нибудь типа задание или еще что-нибудь. Найди кого-нибудь бомжа, который там обосрался где-нибудь под елкой. Ох, Екатерина, господи, с этими вопросиками, вот. Вот, наверное, почему вопросик. Рассадник чудовищ! Всех уничтожить. 3 часа дороги? О, дьявол. Что за дух? Вау! Упс! Катя сдохла. Офигеть. Это где? О, смотрите, тут труп барышни. Это не я сделала. Где я вообще очухалась? Пойдем через этот. Через вот эту фигню. Через быструю перемещалку. Нифига там дух какой. Сильный, да? Да вам там не в тапки ссать.
А я нассала в свои тапки. Жестко, конечно. Надо еще понять, чем от него. Надо каким-нибудь маслом там, наверное, намазаться. Могла бы с девками постоять. Не говори вообще. Неправильный выбор. Неправильный выбор. Тут задание какое-то еще. Какое предложение? Где? Что за предложение? Заказ? Может и так. Если ты захочешь поработать вместе со мной. Обычно я работаю один. В этот раз стоит сделать Что, в армию исключение. пойдешь, Кроме что ли, того, редко обратно, выпадает а? возможность поработать с самым известным охотником за головами к северу от Яруги, самим Джанго Фреттом. А зачем я-то тебе И понадобился? зачем славному Джанго Фретту понадобился ведьмак? Я догадываюсь, что ты много путешествуешь. Не встречал ли ты где-нибудь таких братьев Гросбат? Ты на них охотишься? Да, порядочные гниды. Их 3. У каждого на счету изнасилование, убийство. Последний раз они даже какую-то могилу раскопали. Нифига они, Их легко узнать нехорошие. по желтым шляпам. Едва их завидев, люди в домах запираются. Что, конечно, мало помогает. Эти 3 и дома поджигать любят. Нет, я их не встречал. Это лисички Если взяли встретишь, будь спички, осторожен. подожгли Они слону могут всадить нож в яички. живот вместо «здравствуйте». Не думаю, что они станут связываться с ведьмаком. С них станется. Ну ничего, я скоро отправляюсь на Лёдкой юг. забивать Там будем? я их еще Какой не искал. кошмар. Бывай. Может, еще свидимся. Подожди, тут вопрос не отпущу или не отпущу. Тут вопрос, еще в армию хочешь? Эй, бей! Вей, гей! Опа, пойдем отдадим. Моей маленькой Можно было прибить всю эту черту. Смотри, мои где он? вопросы решаем сами. Решайте, решайте. Гравировка, украшение. Расплавишь клинок и Погоди. ни к чему. Меч должен хорошо рубить. Привет тебе, Белый Волк. Да. Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь. Я рада. Воспользуюсь Но случаем мне в этом надо убедиться. Осмотрись. письмо передать. Не спеши. Не спеши, у него что-то с зубами там все плохо. Кто станет новым королем? Как думаешь, кто станет новым королем на островах? Хьялман, ясное дело. Он отважный, щедрый, в его жилах кровь краха. Нет лучшего претендента. Все, прощай. Будь здоров. Мне надо письмо отдать, я не поняла кому. Мне кажется, вот этому надо отдать. Но по мне лучше добрый топор. Или нет? Ну, давай я вот это использую. Погоди, я могу еще вот это использовать, но какой толк? Мне надо... Кузнец! Кузнец! Привет. Пришелец. Привет. Привет! У меня письмо для тебя. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. С этим поговорить. Куда прешь? Что, опять мечи ковать? Он не хочет со мной разговаривать. Я ничего не поняла. Не здесь? Что за дичь? Ну это же там. Брюхо. Кишки вытянули и пустили вокруг дерева бегать. Ну, мам! И лучше Кому, блядь, это ссаное письмо отдать? Рука его держит. Правда? Нет, это не... Блин, не должен быть последний. Я хочу с кузнецом поговорить. Лучше добрый топор. Помедитировать? Давай. Сколько? Неважно сколько. Так у меня... Ну давай сделаем вот так. На 6 утра еще. Там же он сидит, в носу ковыряет. Во, сейчас можно с ним поговорить. Здесь у каждого клинка своя история. На футболке у меня ромашки. Кажется, это предназначалось тебе. Ой, я еще в санном одеянии хожу. Мне надо Пишешь, что его переодеваться. должна была привезти сестра. Откуда оно у тебя? Я нашел его.
Я наткнулся в лесу на тела людей, убитых чудовищами. Письмо было у одной из мертвых женщин. Синга умерла. А сколько раз я говорил и ей, и матери, чтобы они переезжали ко мне, вместо того, чтобы сидеть на Фарерах. Надо Они послать кого-то боялись за телом. переезжать. Мне жаль. Спасибо, что передал мне весть. Другой и утруждаться бы не стал. Прошу, возьми. Я заработала денежку. Мне надо будет переодеться обязательно. Шикуня, привет! Привет, зайка. Как у тебя дела? С моста в реку прыгать? Слушай, ну подожди, я сохранилась. Давай. И я подобеду! Пиздекс. Слушай, он не умер. Я думала, он сейчас умрет. Вот сумасшедший парень, а. Намного лучше, чем раньше. Но это хорошо. Что было у тебя? Рассказывай. Теперь надо только забраться как-то. Не, я надеюсь, это все нормально будет. Ой, сейчас я вот тут, наверное, залезу назад. Отлично. Замечательно. Я молодец. Так. Подожди, а мы где? Мы где? Я же хотела... Я могу переместиться сюда и тогда сходить к Енушке. Давай. Давай так и сделаем. Сейчас мы до Йен доберемся. И я, получается, наверное, на сегодня закончу. Мы сейчас там разберемся, что происходит в этом волшебном месте. Скажите, куда это вы собрались? Давай, давай, давай. Мы служим той, что вечно Дева, Мать и Старуха. Ой-ой-ой! Я сделала себе что-то. Подожди. Я все сломала. Вернула назад. Погнали. Мне скидка. Хорошо. Я рада. Обычно, ну хотя что обычно, мне иногда дают, да, скидку за красивые глазки. Подожди, надо сдриснуть сначала. Нихуя себе. Простите, простите. Сейчас меня там плотву зашугают. Они такие, что прям серьезные. Ах ты жопа драная, вонючая. Ну-ка. Что мы съели? Ну-ка, нет, не застревай! Из жопы у нее там еще что-то, какая-то фигня. Надо вообще по-хорошему было чем-нибудь намазать. И сегодня еще ночь. У них жопки так трясутся. Она прыгает. О!
Нифига, я не дамся была без боя. У меня плотва там в истерике уже. Меч! Меч чинить надо. Сдохни. Все? Нифига себе какие. Похлопать по правой булке себя перед заканчиванием стрима. Ты будешь очень ждать этого. Ну-ка, погоди, а давай-ка я посмотрю, что я могу сделать. Ну, понятно, что я белую чайку могу сделать, потому что я там накупила всякого. О, я же убила лешего. Угу. Так, это я не могу. Тут ничего не хватает. Вон чего надо. Ну ладно, хорошо. Давай-ка сделаем что? Блин, у меня куча всего надо продавать. Насколько у нас тут с тобой? 49. Нам надо полтишок, да? 15, а тут 40. А давай-ка маленькими. Чик. Чик. Что у нас тут получилось сейчас? 79. Чик. Ну и пусть вот так будет. 94. А тут 64. Ну-ка, давай-ка. Чик. Отлично. Надо было, блин, мы были у кузнеца, надо было улучшить, починить все, а я что-то не это. Будешь с фотоаппаратом поджидать? Ах ты какой! Хитрец, а? Какой? Опа! Как запрыгнула. Но! Убери свое меч. Так, там еще какая-то бабайка ходит. Нифига себе. Там какие-то жесткие бабайки. Но я галактику использовала свою. О, у нас тут новое место. Погоди-ка. Туда можно сходить, там вопросик, может быть, тут место силы или еще что-нибудь. Место силы! Давай, сейчас мы заберем очко. Мы получили 1 очко. Мы получили в 1 очко. Я не буду с тобой дискутировать. Ну и не надо, а ты что тут валяешься? Ну и ладно. Да. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Точно, в броню уже одеть. Я же сейчас думала одеть и пошла. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь. Как меня еще не убили в этом всем непонятном сюртуке. Беда в том, что маску можно использовать только 1 раз. А прикинь, если раздеть его и бегать голышом. И все острова. И драться голышом. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Она бы мне тогда не отдалась на единороге. Узнав о маске, если бы я голышом там на пирах ходила. И поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Интересно. Он что ли не заглядывал в прошлое тогда ни разу? Никто никогда не использовал. Нет, но... И никто не знает, действует она или нет. Я знаю из мифов. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах.
о краже. Ну, блин. Речь идет ведь о Цири. Тебя заботит кража, а нас Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы... А какие она даже методы он не ей слушала предлагал, меня. интересно? Говорила, у нее нет времени. И результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпарь. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Ого! Что? Что это? Нет. Йеннифер использовала маску. Упс. Сейчас, погоди, мне надо одеться, чувак. А то я хожу как лошара в чем-то. А что я хотела? В школу Грифона? Или в чем я ходила? Давай будем в Грифоне ходить. Да, перчатки и сапоги. Сапоги. В каких я сапогах ходила? Школа кота. Подожди, а где у меня грифонские сапоги? Охотничьи сапоги. Что у меня бардачок тут слегонца? Надо порядок наводить. Буду... Ну, стрёмные сапоги, они не подходят. Ну, как бы ладно, пофигу. Подожди, что у нас? 49. Пускай так будет. Побежали скорей! Мушову. Куда бежим? Там... Замечательно. Туманники. Ах ты, сука. Против него надо... Что это было? Затопятся острова? Ух. Ева, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Особенный круг модераторов? Возможно, да, хранят. Ты взбесила Мышевур мышевуру. говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе Песок будет в мешках Я на побережье как-нибудь раскладывать. переживу. Что будем делать? Что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Угу. Ну, конечно, она будет читать твои мысли. Пойдем. Ну, пойдем. Сюда. Первое место я уже нашла. Новый предмет для задания. Так, он, короче, у меня будет типа как арбалет, получается, да? Подожди. Рюкзак. Она уже здесь. Уже здесь. Все, вот она, маска. Хорошо. Ну, пойдем, куда идти? Смотри-ка, смотри-ка, вот какие-то эти. Надень маску. Что Опа. мне делать? Снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина — это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем, попробуем найти следующее место. Ну, пойдем. Интересно, а что... С кем она Когда я с будет? тобой покончу, хоронить нечем. Ну как, готов? Погоди, Используй погоди. маску. Ща. Да. Берегись! Что-то зеленое, смотри-ка, побежала туда. Что это было?
Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Ну я поняла, что только Сейчас кто-то узнаем, одно куда. убегает. Ну пойдем. Пойдем дальше. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Блин, Ен, Я ты понимаю, вот... о чем ты. Но Она не встала и беспокойся. мешает. Цири может о себе позаботиться. Так, вот она. Надень маску. Надеваю. За Цири Опа, она полез, одна. видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Велен? Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Куда идем? Туда? Я же не понимаю, куда идти. Так. Ну как, готов? Готов. Используй. Красиво. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Очень интересно. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих Станцевать тверд? видениях. Цири У сильный меня, кстати, союз. когда корпоративчик был 7 мая, у нас там конкурсы были, и одному мальчишке попалось задание станцевать тверд. Ну, прикольно, он там поподрыгал. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Дрюня, Но Андрюня. координаты выхода У меня отличаются. племянник Андрюха. Должно быть, взрыв сбил его Андрюха, телепортацию. чмок тебе в ухо. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Может быть, кстати. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то Мне осталось. задание никакого не Распогодилось. попалось, я была Наверное, ведущая. Машаур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы довольны, посмотрите, дети? что вы натворили. Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Конечно, по головам ходить будем. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. Бай. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? Конечно, узнали. О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Разберется со мной потом. Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Попытаться найти туловище нам надо. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Какая красивая. Вот, смотри-ка. И чё? Ага, хорошо, катсценка. Надо было просто На подождать. оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Это дикая охота, что ли, или Замечательный лак. чё? Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты.
Что? Они вытаскивали Значит, сами. это У меня были дикая охота, в руках как я и боялся. листочки, они сами вытягивали. Сначала здесь, потом на Хиндерсфьяле. Клип попался. Они ищут Класс. Цири. Но зачем? Это прикольно. В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. От самой У Лары женщин Крофт. этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Ну, конечно, Цири важно. исключение. Она путешествует в пространстве, здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндерсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки потому что напали они на идут по Лафотон в пути темноте её. во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка Хиндерсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Пойдем вместе. Подожди, может, отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. О, мы сейчас пообжимаемся с ней. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Ну, конечно, дадим знать. Я была на Хиндерсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там. Где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. Похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. У них там что-то какая-то Разговоры о дикой йога. охоте всегда не вовремя. Я вообще думаю, что мы, барышня, будем заканчивать. Я так полагаю, что уже пора. Сколько мы игрунькаем? Мы уже почти 3 часа игрунькаем. Ну, игрунькаем и болтаем. А то я так не закончу никогда. Поэтому, ребятки, делаем вот так. Делаем вот так. Окей, делаем вот так. Я очень надеюсь... Давайте вот так сделаем. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. И во вторник мы с вами встретимся и еще поигрунькаем. У нас вообще что-то в мае так мало стримов было с вами. Да? Да. Безумно мало. Крайне мало. Очень мало. Надо исправлять положение. Да? Да. Завтра всем отдыхать, набираться сил, быть умничками. Угу. Всяким Катям не болеть. Что-то интересное начало смотреть? Не, ничего интересного не было. Шлепок по попе? Все, отшлепала. В зеркале, я думаю, видела отражение. Как я себе поляшки там пошлепала. Закачаешься. Ну все, ребятки. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Кстати, кому-то сладких снов, кому-то еще только хорошего вечера, кому-то, может быть, уже доброго утра. Вот так, да? Да. А теперь все. Чмоки-чмоки. Пока-пока.